Что вы знаете о трюфелях? До недавнего времени я знала только то, что они очень дорогие и их откапывают свиньи где-то во Франции. А сейчас мне выпала возможность собственноручно поучаствовать в охоте за трюфелями прямо в Австралии. Да, это называется именно truffle hunt по-английски, что дословно переводится как трюфельная охота. И для этого мы сегодня приехали в замечательное место, которое называется Granite Belt. Кстати, я уже снимала видео про этот регион. Вообще это считается винным регионом и также местом, где выращиваются яблоки. Но также здесь есть трюфельная ферма, куда можно приехать и поучаствовать в так называемой трюфельной охоте. Я прямо в большом предвкушении, потому что для меня это такая была всегда загадка. Я знаю, что грибы, трюфеля, они очень дорогие, и также их достаточно сложно найти, и для этого обычно используются свиньи. Но не в нашем случае. Это происходит немножко по-другому. Конечно, чуть позже, дальше я все обязательно расскажу и покажу. Я надеюсь, что нам удастся найти хоть какие-то из этих редких грибов. Мы приехали сюда еще вечером. И вот что я обнаружила с утра. На улице-то белым-бело, просто сказка какая-то. Я мечтала о снеге, но, похоже, придется довольствоваться инеем. Вот какая-то изморозь. А сегодня было -2 градуса. Трава твердая. Тюльпаны бедные замерзли. А еще мы, когда вечером ложились спать, то в этом фонтане текла вода. А сейчас смотрите, что произошло с этой водой. Тут зайцы бегают, с кенгуру скачут. Офигеть! Вот там вот целая семейка кенгуру. Такого я еще не видела в Австралии, чтобы у меня машина была обледенелая. Ее прям пришлось бы прогревать сейчас. Мы поедем на другой. С ума сойти. Ну ладно, мы сюда еще вернемся, а сейчас пора в дорогу. Мне вот этот момент нравится. Потому что опять плакала береза. Слова забыла. Ну а перед тем, как поехать за грибами, мы заскочили на местный рынок. Мы сейчас приехали на рынок опять, этот, который я уже показывала в своем предыдущем блоге, который был в марте. Кстати, если вы не видели, переходите, мы там занимались винными дегустациями. Хотим сегодня посмотреть, может быть, здесь какие-то другие овощи и фрукты, потому что сезон-то все-таки изменился. В общем, хотим смотреть, что здесь в принципе продается. Я, кстати, в прошлый раз не купила здесь этот странный фрукт. Может быть, его сейчас купить. А что вы в прошлый раз покупали вообще здесь? Я ничего не... Я вообще ничего не покупала. Девчонки, по-моему, покупали яблоки и этот... скажи... Хурма, да. Как она? Пессифора? Тут какие-то соленья. Вот тот самый фрукт, который в прошлый раз меня заинтриговал, и, наверное, сейчас я его куплю, потому что это что-то вообще нереальное. Даже если это невкусно, я все равно его куплю. Excuse me, just would like to ask, how does it taste? Is it like a melon? It's like a cucumber. Cucumber? So, but with a little bit of passion fruit flavor. This is so interesting. It's Sweet cucumber? half. It's not very sweet. It's more like a cucumber with a slight zesty, like floral taste to it. And how do you eat? Just Cut it in half spoon. The Or if you're spoon. really hardcore. Итак, пришло время отправляться на трюфельную ферму. По дороге мы увидели столько красоты, что в какой-то момент захотелось остановиться и просто постоять здесь в полной тишине. Ксюш? Как в детстве по лужам, да? Так, мы приехали в то место, где у нас будет проходить та самая truffle hunt, охота за трюфелями. И вот здесь вот такая как ферма, хозяйство целое. Вот там видно речку. Сейчас мы переодеваемся. Я абсолютно не знаю, что нас там будет ждать, кроме того, что нам дадут собаку, которая будет помогать находить трюфеля. Я не знаю, дадут ли нам что-то с собой или нет, потому что они же очень дорогие.
Я думаю, что, скорее всего, нет, и, скорее всего, мы платим просто за experience, за вот это вот развлечение. Я себе вообще, когда про это услышала, представляла, что мы тут будем со свиньями ходить, но, оказывается, со свиньями это не делают, потому что свиньи съедают трюфеля. А собаки, они как бы тоже находят, но они не съедают. То есть они, видимо, натренированы на вот этот вот запах. Так вот выглядит вход на эту ферму. Hi. Barry is the dog, Ben is the human. He's the important one. He's very friendly. He's very, very friendly. Нас встретили хозяева фермы и сразу дали понюхать трюфеля. Yeah, you'll be able to smell them. Oh my god, That's yeah. When they're fresh. that's quite a smell. Надо сразу сказать, что это очень сильный запах и не то чтобы самый приятный. Я бы сравнила этот запах с запахом ношенных носков. We've been here since 2011. We spent 5 years getting the soil type prepared and getting it right. And then the trees went in May of 2016, so they're 8 years old now. So here we've got 450 of the French oak trees. They look like this, but more green and more roots underneath the ground. Хозяйка рассказала, что ферма эта совсем молодая, и она находится в благоприятном климате. Однако почва не подходила. На ее подготовку ушло несколько лет, так как им значительно пришлось увеличить ее pH. Barry included. We've got another 2 dogs that we're training as well, Jimmy and Fredo. So Barry's pretty good. He's happy to concentrate for like an hour or so, which is quite a long time for a dog. It seems pretty easy to train any dog. For anybody. Трюфеля в Австралии – это молодая индустрия, и первый урожай собрали в 1999 году в Тасмании, а деревья были импортированы из Франции. Сейчас в стране около 400 ферм, и 80% из них находятся в Западной Австралии. Мы пришли на дубовую, получается, ферму, и собака Барри, он их ищет, он натренирован на запах, но запах именно хороших трюфелей. Также, кстати, сейчас узнали, что трюфеля не любят дождливую погоду. И вот сейчас было много дождей в последние 2 недели, и некоторые из них начинают гнить, что тоже не очень хорошо. Еще собака ищет трюфеля за вкусняшки. То есть он знает, что если он найдет хорошие трюфеля, ему дадут курицу. Собака поначалу немного растеряна от обилия запахов, но потом Барри берется за работу, и нам нужно внимательно следить за тем, где он принюхается. That's his job done. Then he gets his chicken reward, and then we get to work. And there are so many photos of me on the internet doing this, and you can add to them. And it doesn't really have much of a smell at all, which is why Barry wasn't interested in having a look at it. Curious because you see, it's not quite that jet black colour that we would like, but it's still a good, nice dark colour. Have a tomato or a banana or something in the fruit. Let it do its thing. Пахнет вкусно. Which is a concern if we get. То дерево, под которым мы сейчас раскапывали землю, а собака там чуть-чуть принюхалась, не заинтересовалась и пошла дальше. И у этого гриба у него не было такого аромата, прямо ярко выраженного, зато у него уже был цвет, который, в принципе, подходящий. Его посмотрели, выкопали и оставили дозревать в земле. Оставили метку, что вот там он есть. Doesn't want to work. Трюфеля и деревья, под которыми они растут, оказывается, в симбиозе. Нашли? Нет? Нет, не нашли. Короче, они в симбиозе, они друг друга подпитывают. Вот эти споры грибные, они убивают траву, какие-то лишние сорняки вокруг. И дерево, хотя оно не удобряется, никак не обрабатывается, оно выглядит так, как будто бы оно обрабатывается. И вот Барри очень уверенно берет след и принюхивается. А это значит, что он нашел созревший трюфель. Он прямо долго нюхал вот здесь, под этим деревом, почву. Is this there? So there's a truffle there. But mainly it's Doesn't have a. Yeah, so that looks like a good truffle. And then we take a little cut on the side, which doesn't.
Oh, it's This one smells more. You can think 40 grams maybe. It's hard. We play the guessing game. If you guess it the right weight, you get to keep the truffle. One more. Because he pointed there first and then around here. Мы только что нашли даже еще больше. Вот так вот он выглядит комочек So if your soil's too good, you can't grow truffle. грязи. What are you doing? Пахнет, конечно, как Yeah, the tree will just reject it. Ну, пахнет грибами. $2500 за килограмм стоит трюфеля. $2,5 за грамм получается здесь. А сегодня на рынке мы видели грамм за $1,5, но мы не стали покупать, думая, что мы же найдем, что мы же не пойдем со своей рыбой на рыбалку, что плохая примета. А, что-то нашли. Toothbrush, that's how we wash them. Картошку. Yeah, Какашку. we're married. Yeah. And colleague. I'm the boss. So. Ой, тяжеленькая. Сколько грамм? Yeah, Barry. Больше сотки. Прямо такой, да. Больше сотки. Yeah, it'd be close. Такая у тебя горизонтальночка нужна, да? Это даже не кусок картошки. They're really hard. They're actually quite dense. Просто как комочек But it's грязи. hard. В чем же секрет трюфеля? Почему он такой дорогой? Ответ оказался достаточно прост. Трюфеля можно найти под корнями деревьев, и под некоторыми деревьями может, например, не быть вообще их, а под каким-то может быть там больше. Для того, чтобы подготовить почву, вырастить деревья, уходит где-то 8 лет даже она говорила, что они растили эти деревья. Почему трюфеля такие дорогие? Потому что на это уходит много времени и усилий, чтобы это все подготовить, вырастить, потом найти. И, в общем, не так уж и много получается со всего этого. Прошлый сезон был самый лучший из всех, которые у них были. И у них получилось 15 килограмм трюфелей за тот сезон. Ой, какой красавчик. Весь извалялся. Какой ты дружелюбный. Barry is on fire. He keeps finding truffles. Surrounded by. Oh, get out of there. He's here. You The used to have chicken? a lid on here, but he found it the other day. I left He it wants out some and he treat. broke it. And now it's like self-serve chicken. Собаки продолжают находить трюфеля и просить курицу очень требовательно из кармана хозяина. Spongy rotten part. There's some rot. See this bit here? Рот. Soft rotten. Yeah, just kind of dig around it. Jimmy wants to get out. You cannot just pull it, right? No, because it might Jimmy's break. found a couple under the So we trees. sort of want to get around it, and there we go. Now pull it out. Yep, there we go. That's it. Yay! That's okay. Wow. So then we sort of just kind of extricate. Your nails are lovely. They're too nice to be digging in the Do dirt. anything ever. And Jimmy's Красота. Нет, не But then if красота. you smell the Трюфеля one требуют colour- же. Тот трюфель, который я только что откапывала, короче говоря, он был немножко сгнивший, но в целом он неплохо пах. Собака принюхивалась там усиленно, и вроде как можно все-таки что-то от него там обкромсать. Вообще-то гриб был большой, где-то грамм на 40. Там еще лежат 2 недозревших, за которыми вернуться позже. Ну что ж, пришло время попробовать то, что мы сегодня откопали. Так что возвращаемся на ферму. That's what it should look like. So I'll just get my knife and just. Great. Can you eat it like raw? You can, but the problem is if you were to eat it raw, you'd be like, oh, I don't know what all the fuss is about. So the truffle actually needs something to carry it to your palate. So that's why we use like cheese, eggs, dairy, all of that kind of thing. That's all usable. So if Does it still smell? yeah, go for it. Yeah, pass that around. Oh my god. Под мышками. Truffle often gets served with mushroom because those earthy sort of flavours complement one another. But yeah, my big go-to is, you've heard me say it 1,000 times today, truffle butter, truffle butter, truffle butter, because you're going to taste it's just such a versatile thing. You can put that on your pasta, you can put it on your toast, you can put it in with your scrambled eggs, you can put it in with your mashed potato, like it's Pizza? just
Yep, pizza even. Yep, if you put it on. Yep. So if you're making truffle butter at home, it's really this simple. So the two tools of the trade is the microplane grater and the truffle slicer. It's about 100 grams of butter, which has been nicely softening. And we've got 69 grams of truffle there. So you wouldn't use this much truffle at home necessarily because, well, you might. I mean, I would encourage you to. But a little bit of truffle does go a long way. That's 8 grams of truffle that I've used. Like I said, you probably wouldn't use that amount of truffle because it looks pretty obscene how much is there. And then, yeah, basically we just go to town and mash it in with a fork. So, like I said, yeah, French peasants, you know, bread, butter, ham, cheese, tomatoes, yep. Nice. So, it's not such a bad thing, this peasant life. Yeah, definitely. So there we have truffle butter. Simple as that. Is it okay if it's like not mixed Yeah. properly? Yeah. Так как вкус и аромат у трюфеля достаточно сильный, обычно его используют в дополнение к основному блюду. Достаточно совсем небольшого количества, чтобы придать лакомству уникальный вкус. If it were me making this cheese, I'd use the grater, but just so that you can kind of see what it looks like to use the shaver thing, I'll use it. And then that's how we get those beautiful slices of truffle cheese. And then you would just put the lid back on top and then wrap it back up in Glad wrap and then leave it in the fridge for, 3 or 4 days or so. Также на ферме можно купить масла, соусы и разные приправы с трюфелями. Остаток поездки мы провели, наслаждаясь природой этого чудесного места, а также по пути заглянули в винный ресторанчик. Коли мы уж все равно в винном регионе, мы, естественно, не могли проигнорировать винодельню, хотя бы одну. И вот приехали попробовать буквально 1 бокал вина. Я влюбилась в Granite Belt еще больше. Есть в этом регионе что-то такое неповторимое именно зимой. Мне все время было здесь по-особенному уютно, хотя и холодно. Я обещала подробнее показать, где мы остановились. Мы живем в таком замечательном месте с очень красивым видом. Вот есть такая терраса, которая огорожена сеткой. Видимо, сейчас на время холодов, может быть. Здесь такая кухня. Что-то типа такой летней кухни. Вот здесь вот есть камин. Это то, что мы сегодня купили на маркете. То, что Ксюша сегодня купила. И сама комната у нас тут, конечно, бардак. Внутри дом я сразу снять не успела, а потом там было очень не убрано, поэтому я лучше покажу вам территорию. Тут у нас, конечно, много всяких животных. Удивительное дело. Фонтан опять работает. Вот так вот. Оттаял, и все работает. Лимоны везде растут. Мне кажется, это нормальные лимоны. Есть только один способ проверить. Стащить один лимон. И надкусить. А потом таки плеваться, да? Very successful. Что, друзья, охота наша грибная прошла просто прекрасно. Мне очень понравился вот этот интересный опыт. Конечно, было здорово попробовать то, что мы вот нашли, да, посмотреть, как это все происходит, посмотреть, как собака себя ведет, да, как вот она находит вот эти места и прямо так принюхивается, берет след, и хозяева начинают копать вот в этой точке и находят трюфеля. Это, конечно, очень интересно. И еще было довольно забавно для меня узнать, что свиньи на самом деле эти трюфеля съедают, поэтому их не допускают до такого процесса, потому что это все-таки дорогой продукт,
продукт, который они поставляют в различные рестораны здесь, в Квинсленде. Она также рассказывала о том, что это достаточно молодое хозяйство, и у них не такой большой урожай, как хочется. И, к сожалению, иногда, когда погода становится слишком теплой, то есть они уже не могут на это повлиять. К сожалению, в такие сезоны урожая меньше. Спрос есть, но не всегда они могут поставить столько, сколько требуется ресторанам. Я надеюсь, что вам было тоже интересно. Друзья, всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Всем пока!